мы сейчас с вами будем делать? Сейчас я сниму мерки с вашего лица. Дело в том, что нашему директору очень понравилось ваше лицо, и он хочет восстановить ваше лицо в 3D формате и поместить в нашу хентай игру. Да. Но, к сожалению, у нас сломалось все, абсолютно все сломалось. Поэтому я буду снимать сейчас мерки с вашего лица при помощи линейки. Запишу все данные, да, и отдам их нашим художникам. И они по этим меркам воссоздадут, идеально воссоздадут ваше лицо в нашей игре. Итак, хорошо. От вас ничего не требуется. Ну, то есть максимум, да, попробуйте сейчас изобразить на вашем лице выражение максимального удовольствия, да. Оно нам очень пригодится, да, в нашей игре. Итак, хорошо. Для начала я измерю высоту вашего лица от линии роста волос до кончика подбородка. Сидим ровно. Так, 20 сантиметров. Хорошо. Ширина вашего лица в скуловой области. Так, ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Все эти данные останутся строго в нашей компании и не попадут к третьим лицам. 11,6. Так, 11,6 это ширина лица в скуловой области. Но максимум по вашим меркам потом наш директор создаст ваш бюст. Да. Далее на уровне углов вашей нижней челюсти также измерим ширину вашего лица. Так. У вас очень мощная нижняя челюсть, конечно. Это 16,3. Так. 16,3. Да, ширина лица в нижней челюстной области. Хорошо. Вы скажите, пожалуйста, вы сегодня ели? Просто после еды у некоторых людей наблюдается некая отечность, поэтому я скажу нашим художникам, чтобы они прибрали, ну, сантиметрик, да, наверное. Так, расстояние от внешних углов ваших глаз. От внешних уголков ваших глаз. 8,7. Так, 8,7. Расстояние между глаз. Хорошо. Сейчас смотрите прямо на мой нос. Постарайтесь смотреть спокойно. Мне нужно понять, насколько в спокойном состоянии раскрываются ваши глазные щели. Так, смотрите на мой нос. Ой, извините, спокойно, спокойно. Так. Это буквально 1,1, да. 1,1. Смотрите, мы будем сейчас вас симметрировать, если вы не против. Вы не против, хорошо. Так, раскрытие. Если будут какие-то, да, отклонения на какие-то миллиметры
значение, для того, чтобы, ну, опять же, нашим художникам так будет проще. Да? Вы же не против. Так, расстояние общее длина ваших бровок от внешних уголков ваших бровок. Так. Это 10 сантиметров. Так. Ровно, да. Вообще. На самом деле мы очень рады, что вы согласились именно на наше предложение. Я уверена, таких предложений в течение вашей жизни было миллион. Но знаете, есть большая ценность, чтобы впервые ваше лицо в цифровом, да, формате появилось именно в нашей игре. Потому что, конечно, это произведет фурор. Это просто произведет фурор. Так, самая широкая часть вашего носика. Так, нострички расслабьте. Расслабьте. Это 2,7 сантиметриков, да? 2,7 это... А вы вообще занимались моделингом? Может быть, фото-модель? Нет? Удивительно, удивительно. Так, ширина вашей переносицы в зоне между внутренними уголками глаз. Я бы сказала 1,6. Я бы сказала, что ваше лицо создано для того, чтобы его использовали в коммерческих целях, конечно же. 1,6. А вы сами любите фотографироваться? Может быть, вы ведете Инстаграм? Запрещенная в России организация туда-сюда. Угу. Так, хорошо. Итак, и сейчас полнота ваших губ. Вот сделайте вот так. И потом расслабьте губы. Хорошо. И просто смотрите на меня своими губами. Смотрите на меня своими губами. Но это 1 и 2. Я бы сказала, да. У вас такое, знаете, такая внешность, как у эльфа. Это полнота губ. Как раз поэтому вас и взяли, У нас как раз будет хентай-игра про эльфов. Да, и ширина вашего рта. Ширина вашего рта 5,3. 5,3. Это ширина рта. Если наша игра зайдет аудитории, мы планируем выпустить миниатюры, модели, не миниатюры, большие тюры, модели нашего главного героя, то есть вас в одетом и раздетом виде. Вы вообще уже подписали бумаги на согласие, так что я просто на всякий случай говорю, мало ли вы пропустили этот момент. Да, согласие, конечно же, подписано. От внешнего уголка вашего глаза до внешнего уголка вашего рта с другой стороны. Давайте измерим. Мы, конечно же, пришлем вам один экземпляр на память. 15,3.
Мгм. Так, хорошо. Так, отлично. И давайте еще измерим полноту ваших бровей. Давайте посмотрим, насколько вас много гена неандертальцев. Чем больше этого гена, тем шире бровь и больше выступает вот эта вот надбровная дуга. Да. То есть буквально можно измерить вас 1,7, я бы сказала, да. 1,7. 1,7 это ширина брови. Но это, знаете, это тянет на 10% гена неандертальца. Как у вас резонирует эта информация? Многое стало понятно. Да, вы будете не таким эльфом, как Леголас из «Властелина колец», а вы будете таким мощным, накачанным эльфом, да, то есть фигуру я вашу не измеряла, да, это уже нарисуют художники как надо, да, но вот именно ваше лицо так покорило нашего директора, что лицо будет точь в точь, да, ни шагу, так сказать, фантазию, только ушки сделаем. Вот. Так, присаживайся, пожалуйста. Я, конечно, сегодня не собиралась заниматься воспитательной деятельностью, но на тебя пожаловалась Ирина Петровна, сказала, что ты сорвала 5 уроков. Угу. Опять смеялся, воспроизводил какой-то шум. Да? Давай посмотрим, мой хороший, что у тебя по оценкам вообще. Раз у тебя есть время смеяться на уроках, наверное, ты все знаешь, да? Угу. Давай посмотрим. Математика. Угу. Почему у нас половина энок? Там, где не энка, через одну. Двойка, тройка, двойка, тройка, двойка, тройка. Родители в курсе? Угу. Ты понимаешь, что с такими оценками мы не сможем тебя перевести на следующий год? Ты останешься на второй год в этом классе. Ну, точнее, в другом уже классе. Представляешь, ты придешь в другой коллектив. Там все знают твою историю, что тебя оставили на второй год. Ты вот такого для себя хочешь? Смотри, мой хороший, еще не поздно исправиться. У тебя еще весь май впереди. Угу. Я могу поговорить с Ириной Петровной, она тебе позадает задачек, может быть, пару-тройку оценок. Сможешь исправить, хотя бы на твердую троечку выйти. Угу. Хотя, конечно, не представляю, как с ней говорить после сегодняшнего концерта, который ты устроил. Русский язык, опять же. Тут 1/4 вижу. Это что такое было? Диктант списал? Похвально, похвально. То есть ты все-таки умеешь списывать, да, способен найти ошибки, да? А почему математика вот такая ситуация? Почему на математике не списываешь? Почему я из-за тебя должна ходить по учителям и просить, чтобы они помогли тебе справить оценки? Мне это надо? Мне это не надо. Я свое уже отучилась. Литература то же самое. 2-3-2. Почему так мало оценок? Чтобы больше двоек не было, да? Биология. Ни одной оценки. Угу. Надо подойти к Наталье Ильиничне, узнать, почему у тебя ни одной оценки по биологии нет. Я, кажется, знаю почему. География. 2-3-2. Иностранный язык.
Нет, ты скажи, мне надо учить иностранный язык. Мне надо. Мне не надо. Ты потом понимаешь, что ты потом школу закончишь, тебе нужен будет иностранный язык, и ты не сможешь его уже бесплатно выучить. Нас прекрасный педагог училась вообще-то в Великобритании. Для вас, балбесов. А вы как к ней относитесь? Ну, я не знаю, что с тобой делать. Мне кажется, это уже бесполезно. Одни дисциплинарные нарушения, ну, прям каждую неделю ко мне приходят по твоему поводу. Мне кажется, приходят каждую неделю по одному разу, потому что уже устали. Устали. Потому что понимают, что это уже бесполезно. Мне кажется, знаешь, таким темпом нам проще, нашей школе проще уже вести разговор о твоем отчислении. Угу. Отчислим тебя со справочкой. Прослушал 8 классов. И все. И взятки гладкие. А меня должно интересовать, куда ты дальше пойдешь? Учиться, куда ты дальше пойдешь? Работать, куда ты пойдешь? Меня это не должно интересовать. Это твоя забота вообще-то. Единственное, от кого я получаю хорошие отзывы на тебя, это наши сотрудники столовой. Вот ешь ты хорошо, даже прибраться помогаешь. Мой дорогой, что мне с тобой делать? Я уже не знаю. Мы уже устали. Родители на тебя повлиять не могут. Мы на тебя повлиять не можем. Может, тебя к батюшке отвезти, может, он тебя как-то святой водой окропит, вдруг бесы из тебя выйдут. Я не знаю, потому что ну уже все. Ну уже все. Весь наш коллектив сделал все, что мог. Сколько лет ты в нашей школе? Ты был прекрасным, прекрасным мальчиком в начальной школе. Да. Вот учительница твоя с начальных классов, она когда узнала, что ты вот тут отмачиваешь, она вся покраснела. Ей стало так стыдно, она себя начала винить. Я говорю, ну, Наталья Ильинична, ну что вы, ну бедная моя, ну хорошая моя. Подросток, вы ни в чем не виноваты. А она покраснела, руки трясутся, мы ее еле усадили, начали водой отпаивать. Она же к вам, ко всем, как к детям родным. Ужас. Прописями с тобой занималась. Говорит, прекрасный мальчик, рисовать любил. А тут что? Вот на ИЗО. Вот ты мне скажи, вот что на ИЗО? Рисовать мальчик любил. Между прочим, у тебя постоянно жалуются, что ты рисуешь на партах. Почему на ИЗО одни двойки? Ты с собой не носишь ни альбомы, ни краски, ничего ты не носишь. Ты просто приходишь на ИЗО, чтобы что? Чтобы опять сеять смуту. Нашел себе прихлебателей в классе. Тоже хорошо учились ребята. Начали потихонечку скатываться. И что мне вот делать ты прикажешь? Что ты мне прикажешь делать? Ты как вот какой-то вот заразительный элемент. Вот заражаешь. Нулевой пациент у нас в классе. Нулевой пациент. Что ты смотришь на меня, глазками хлопаешь? Сказать нечего, да? Вот. Раудер Сергеевич говорит, в интернат тебя отправить. Вот отправим тебя в интернат. Ты вот этого добиваешься. Вот этого добиваешься. Такими темпами я не удивлюсь, что через 2 года я узнаю, что ты какое-то правонарушение сделал. Вообще не удивлюсь. Расстроюсь, конечно, но не удивлюсь. А у меня же за тебя сердце болит. Вот за Виолетту у меня сердце не болит. Приличная девочка. Учится хорошо, умница, красавица. Я уверена, что у нее все будет хорошо. А себя ты видела со своим поведением? Я домой прихожу, спать ложусь и думаю, куда они катятся? И вот и все хулиганы у меня, как овечки, вот перед глазами прыгают.
заснуть не могу. Я, понимаешь, я на снотворных сижу из-за вас. У меня бровь из-за вас дергается. А вам никого не жалко? Себя не жалко, нас не жалко, коллектив ваш не жалко, ученический. Никого не жалко. Из-за тебя ребята страдают в классе, тебе их тоже не жалко. Угу.
Если что, это ваша борода так выглядит. Это ваша борода. Угу. Раз, два, три. Блин, ну как будто если я уселась на стол, то и 10 минут можно пошуршать. Все хорошо, моя маленькая. Все хорошо. Даже самый страшный кошмар заканчивается, когда ты просыпаешься. Все хорошо. Все будет хорошо. Все обязательно наладится. Ты справишься со всеми трудностями. Не переживай. Не бойся. Просто доверься. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. У тебя обязательно все получится. Я так говорю, потому что я знаю, какой ты молодец, какой ты умный. У тебя обязательно все получится. Обязательно все получится. Мое солнышко, моя радость. Умничка. Ты просто умничка. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Просто поверь в это. Просто поверь в это. Все обязательно так получится. Все хорошо. Все хорошо. У тебя не может быть плохо, потому что ты мое солнце. Солнце. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.
Ты заслуживаешь хороший отдых. Тебе нужно расслабиться. Тебе нужно отдохнуть. Я вижу по твоему лицу, как ты устал. Тебе нужно восстановиться. Хорошо покушать. Хорошо поспать. Понежиться в ванне. Николай, спасибо огромное. Спасибочка. Ты умничка. 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 Ты золотце. Золотце. Все будет хорошо. Все будет хорошо.
точка номер 1. Это точка номер А. Точка номер Б. Какая точка была к вам ближе? Угу. Это точка А. Это точка Б. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Какая точка была от вас дальше? А. Б. С. Какая точка была к вам ближе? А. Б. С. Д. Какая точка была к вам ближе? Смотрите внимательно. А. Б. С. Д. Какая точка была к вам ближе? А. Б. С. Д. Какая точка была от вас дальше? А. Б. С. Д. Какая точка была от вас дальше? А. Б. С. Д. Какая точка была к вам ближе? А. Б. С. Д. Какая точка была к вам ближе? А. Б. С. Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Какая точка была дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была от вас дальше? Точка А. Точка Б. Точка С. Точка Д. Какая точка была к вам ближе? Скажите, пожалуйста, зуд когда появился? Хорошо.
На самом деле у вас тут много живности. Будем удалять. Удалять будем. Хорошо, у вас страховочка есть? Она удаление жучков покрывает? Угу. Ничего не боитесь. У вас такие, знаете, клещики на голове. Они уже напились, они как виноградники. Очень удобно отрывать. Я потом тихонечко массирую, да, места, где были клещики, чтобы вам не было сильно больно, да. И массирую, хорошо. А скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то подозрения, где вы могли тех клещиков поймать? Любите копать землянки в лесу? Конечно, для клещей сейчас самое время. Они просыпаются, им комфортно, ни горячо, ни холодно. Да, это была ваша ошибка. Надо было обработаться. Да, от клещей есть специальные средства. Хорошо. Хорошо. Так, немножечко массирую. Некоторые прям сидят, очень крепко держатся за вас, потому что вы очень вкусный. Да, где они такую вкусную кровушку попьют еще? Нигде. Поэтому, да, некоторые клещики прям жестко в вас вцепились. Вы не переживаете. Единственное, что у вас потом могут воспалиться эти места, да, где клещики сидели, так сказать, остатки клещиков, некоторые маленькие остатки клещиков, они могут остаться внутри, да, и организм, не будь дурак, он будет стараться убрать это, удалить. Да, вот эти останочки клещиков, они вот так вот в капсулку так поместятся и тихонечко вместе с гноем потом выйдут. Так что не переживайте. Вы переживали, да? Вот видите. Нормально? Терпимо? Да, сейчас 2 клещика у меня в ручках взорвались, но это не страшно. Это не страшно абсолютно. Ага. Хорошо. Конечно, Сигбри, прилетит фея
и налепит на тебя еще клещиков, да. Как вы себя чувствуете? Как чувствуем себя? Как чувствуем себя? Как чувствуем? Энцефалитная фея клея. Энцефалитная фея клея. Вот такая. Всем привет. Мгм. Все хорошо, да? Я вот все не знаю, да? Кого крутить? Кого крутить? Боксерчик, как говорится. Вот как раз к триггеру, да, будет сказано. Или атака. Ну, просто атака у меня уже есть 5-звездочная новая. Потому что она подлетать умеет, не очень понятно. Не очень понятно. У меня уже 220, по-моему, круток. Накопилось 220 круток. Что с этим добром делать? Надо решить. Может, опять получится, да? Два выкрутить. Все, всех удалил. Больше у вас никакой не остался клещик. Все не больно, да? Все не больно, хорошо. Итак, последний триггер на сегодня. Давайте еще раз измерим ваше личико, но уже для маски рестлера. Да, ваши актерские таланты и ваша форма просто поразили наше агентство, и мы решили, знаете, рискнуть и взять человека без опыта. Уверена, что у вас все получится. Но так как рестлинг это достаточно зрелищный, да, вид спорта, вот, нам нужно придумать для вас какую-то особенную маску. Вам ничего делать не нужно, вам нужно просто сесть, дать мне свое лицо на растерзание, да, я сниму мерочки, и потом уже наша команда покрутит ваши мерки так и сяк и создаст вам какой-то очень интересный образ, да. Итак, для начала давайте измерим ширину вашего личика. Так, ширина вашего личика. В самом широком месте это 20 сантиметров. Измерим ваш подбородочек. Он у вас такой прям выделяется, да, ровненько. 5 сантиметров. 5 сантиметров. Внушительный подбородочек. Так, 5 сантиметров. Так, высота вашего лица. Вообще обычно измеряется от длины роста волос, но у вас нет волос. Давайте, чтобы у нас был четкий ориентир от места между бровями, да, и до уже подбородочка, потому что иначе, возможно, закрадутся какие-то ошибочки, и, возможно, на вас потом масочка не сядет. Нам такого не нужно. 20 сантиметров высота лица. Да, 20 сантиметров высота лица. Теперь нам нужно от внешнего уголка до внешнего измерить, от внешнего до внешнего. И это
тела. Итак, давайте. Самая широкая часть носика в районе ноздричек. Это у вас 3 сантиметрика ровненько, да? И в районе переносицы, давайте посмотрим, между внутренними уголками глазиков. Это у вас тоже 3 сантиметра. Вот такая ситуация произошла. Да. Ой. Я просто, извините, немножечко волнуюсь. Прям даже воздуха не хватает. Итак, теперь измерим расстояние от низа вашего носика до подбородочка. Так, сидим ровненько от низа вашего носика до подбородочка. Это 10 сантиметров ровненько, да, 10 сантиметриков. И измерим расстояние от конца вашего носика до верхней губочки. У вас сколько? У вас 5 сантиметриков. Очень хорошо, очень хорошо. Полнота губочек у нас какая? 3 сантиметрика. Очень хорошо. Извините, уже поздно, да. Вы только в это время, да, освобождаетесь. Я поняла. Хорошо. У вас есть какие-то, может быть, предпочтения в цветах? Вы не страдаете клаустрофобией. Так, длина губочек у вас 5 сантиметров. Просто некоторые люди, они немножечко чувствуют себя не в своей тарелочке, когда у них вот такая вот полная лицевая масочка, и она вот полностью закрывает личико. Некоторые люди немножечко начинают волноваться. Вот у вас как с этим? Да, мы можем сделать масочку вот прям закрытую. Можем сделать масочку, например, из 2 частей состоящую, да, если вот так будет вам комфортнее. Да, хорошо. Итак, вы из 2 частей хотите, то есть нам нужно понять, где, ну, у масочки будет разрезичек, да, скорее всего, по скулочке мы его пустим, чтобы вы могли разговаривать. Итак, если по скулочке, давайте от вашей мочечки, да, измерим до уголка губочек. От вашей мочечки до уголка губочек это 12 сантиметриков. Да, 12 сантиметриков у вас. Очень хорошо. Да. Приходите за масочкой, конечно же, через неделечку. Даже, знаете, приходите дня через 3 дня придете. Через 3 дня придете, наши дизайнеры вам покажут свои эскизики. Да, для вашей масочки. Вы посмотрите все эскизики, да, скажете, какие у вас есть вопросики, возможно, у вас какие-то замечания есть, да. Вот, обсудим по поводу эскизиков. И, возможно, у вас какие-то идеечки тоже есть, да, мы же не знаем. Вот, тоже подумайте над вашим образиком. Вот, наши дизайнеры сделают эскизики. Вот через 3 денечечка придете, посмотрите эскизики. Вот, и если вы четко мы на чем-то определимся, да, тоже примерочка будет, получается, через неделю от сегодня, да, через неделечку от сегодня сможете примерить вашу масочку. Вот, мы вам дадим как бы прототип поносить. Поносите эту масочку потом, ну, примерно тоже неделечку поносите масочку. Возможно, где-то будет натирать, где-то будет неудобно, да, то есть потом через неделечку, еще через неделечку придете, скажете, какие у вас есть замечания, да, что нужно изменить, и мы, конечно же, вам все сделаем.